Хочу Бентли. Нравится бери, нравится бери, нравится бери, нравится бери. Потрясающе. Определенно в этом что-то есть. Здравствуйте, дорогие друзья! Это вам! Прошлый ролик вы очень хорошо смотрели, лайкали и комментировали, что крайне помогает продвижению канала. Спасибо! Пение Саши Беляковой. Вот это поворот! Неожиданное видео для моего канала о высоком, но будем считать, что мне передал эстафету Анкл Шурик. Мне очень нравится, как Саша начинает свое видео со слов, что она певица. Вы знаете, я плохо разбираюсь в музыке, мне тяжело оценивать вокальные данные других людей. И я послушала пение Саши, я сделала это за вас. Цитат сегодня, в отличие от прошлого ролика, не будет. Не столько из-за авторских прав, сколько из желания сберечь вас от фейспалмов. Разве что напою сама пару фрагментов в улучшенном виде, как лауреат и дипломант международных конкурсов в Италии. Но в подобном странном материале я нахожу поводы для выхода на крайне серьезные и глубокие темы в нынешнем вокальном искусстве, и сегодня я непременно их затрону. Прекрасный педагог, как я уже говорила, начинает разбор полетов с плюсов, а я прекрасный педагог. Итак, чем же хороша как певица Саша Белякова, известная под сценическим псевдонимом Саша Белейр? Первое. Она милая. Саша умеет располагать к себе аудиторию, вызывать у нее теплый эмоциональный отклик, общаться так, словно между ней и публикой нет барьера. И это отличное качество для установления эмоционального контакта, очень ценное для сценической работы. Доброе утро, ребята! Я, моя пальма и легкая эстетика московского лета и развивающегося подоконника с тюлью приветствуем вас! Да-да, я знаю, что в то же время Саша раздражает огромное количество людей, но каждый кого-то бесит. Я не исключение. Впрочем, тех, кому Саша нравится из-за внутренней теплоты и близости, гораздо больше. Мне она нравится в том числе. Другой плюс, который надо отметить. Саша понимает необходимость обретения профессиональных навыков. Она неоднократно упоминала, что берет уроки актерского мастерства. Насколько они эффективны, это другой вопрос. Значим сам факт того, что она над собой работает. Блин, да я же творец своей реальности, я же создаю свою реальность, я программирую свою реальность. Берет ли Саша уроки вокала? Про это она не упоминала. Во всяком случае, качество звука их не выдает. Этот плюс на самом деле гораздо более значим, чем может показаться. Мы живем в эпоху отрицания планки вхождения в творческие профессии и растиражированного лозунга, что петь, рисовать, писать стихи может каждый, и отрицание, что этому надо учиться. Напомню вам историю, которая произошла несколько лет назад с Ларисой Долиной и Валей Карнавал. Учиться надо. Данные есть, но нужно учиться, чтобы управлять своим голосом. Он пока еще тебе не подчиняется. 5 лет буду учиться, потом так же, как и вот с первым парнем, буду говорить, кто это. Этого мало. В настоящем качественном результате талант сочетается с огромным трудолюбием, львиная доля которого приходится на овладение профессиональными навыками и шлифовку таким образом своего дарования. В противном случае неизбежна деградация сферы вплоть до полного ее уничтожения. Следующим этапом я в Бентли свою села. Еще один плюс. Саша в ноты попадает, слух у нее есть. А с этим уже можно работать. Потому что, послушайте, да, в этом что? В этом очень много доказывания. А теперь минусы. Это я на балконе своего номера в Париже за 10 тысяч долларов в сутки, или может даже за 15, я не знаю. Рэперы поступают очень честно. Они не называют себя ни певцами, ни вокалистами, а свою деятельность пением. Не называют по большей части себя и артистами. Они нашли и используют для обозначения своего творчества специальные слова «рэп» и «рэпер».
Я популярная певица. Подобным образом следовало бы поступить и другим деятелям сцены. По той же причине те звуки, которые они издают под недомузыку, не пение. Это Сашин случай. Я предлагаю таким певицам взять название по основным качествам звучания. Мурлыки, стоналки, хрипелки и так далее. Кричалки и вопилки, а также шумелки, пыхтелки и сопелки. Кстати, если у вас есть менее обидные варианты, напишите их в комментариях. Ну и для ценителей моего вокала песенка Саши Белейра в моем исполнении. Нравится бери, 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 нравится бери. Для сравнения, при всей моей нелюбви к уже настоящим классикам нашего попа, например, Полине Гагариной или Бьянке, этот звук, это пение. У Саши тот же случай, что и у Оли Бузовой. Ролик про нее есть вот тут, на моем втором канале, не оправдавшем ответвление от этого основного. То есть певческий звук как таковой у Саши отсутствует. Как только она выходит на форму, из которой этот звук зарождается, как тут же переключается на свойственную ей манеру, прижатую гнусавость, вот такую. Не надо никого пытаться. Вот, понимаете, у человека есть свой путь, и он его идет, и он его выбрал. Отлично! Собака лает, караван идет. Мой караван профессиональной критики. Это не просто не является певческим звуком и пением, это прямо вредит голосовому аппарату. Не удивлюсь, если Саша постоянно чувствует усталость голоса, напряженность и зажим в области гортани, если регулярно борется с охриплостью. Это следствие неверной эксплуатации системы. Что это? Это вопли хейтеров, это не эталонный академ, у каждого на эстраде должна быть своя изюминка. Первое, эти изюминки делаются тогда, когда человек уже владеет ключевыми певческими навыками. Второе, злоупотребление таким изюмом нарушает правила гигиены голоса, что может привести к необратимым последствиям, вплоть до полной его потери. Говорят, наш отечественный знаменитый певец, который построил карьеру на своей охриплости, на корпоративы теперь выезжает только с собственным фониатром. Настолько его изюминка оказалась травмирующей. Я буду носить выборы города, всех по поводу газет, журналах, на премиях года. Что же делать Саше со звуком? В середине 19 столетия в Германии возникло вокально-педагогическое течение, которое получило название «Школа примарного тона», обусловленное их главным принципом обучения. Сначала у ученика следует найти ноту, которая лучше всего звучит, свободнее и красивее. Скорее всего, она будет находиться где-то в середине диапазона. Далее эту ноту надо доточить до идеала, выкрутить на максимум ее достоинства и уже из этой ноты взращивать остальные, постепенно захватывая рядом стоящие и двигаясь к самому низу и самому верху. Основная мысль этого метода – форма звука первична. Без нее нет процесса пения, без нее не имеет смысла осваивать вокально-технические трудности. И снова слышу «Ко-ко-ко, эстрада не академ». Разочарую. Требования к хорошему пению универсальны и применимы к абсолютно всем видам вокального искусства. Это хорошее дыхание, широкий диапазон, однородность звучания, отсутствие регистрового стыка и так далее. Но самое главное – настоящая певческая форма звука. Такой звук не просто тянется, а свободно льется, он красиво вибрирует. И на основе этого естественного вибрато можно делать вибрато стилевое. Этот певческий тон объемный, наполненный, красиво тембрально окрашенный. Именно такой тон нужно найти Саше, и зачатки его есть. Остается теперь подобрать педагога, который из этого выстроит остальное. Первое, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube, потому что я расту до 1 миллиона подписчиков. Это моя большая цель, вам очень легко, а мне очень приятно. Кстати, мой пиар-менеджер Бенедетта все еще живет со мной, и совет от нее на сегодня – вести вас на другие платформы, например, в ВК.
Вот сюда. Там еще больше Бени, Глории, конечно, вашей любимой зайки. Не только музыка, но кино, книги, спорт, лайфстайл. В общем, масса разнообразной информации. Кроме того, в описании этого видео я оставлю максимум ссылок на мои различные соцсети, чтобы вы могли контактировать со мной там, где вам удобно. Подписывайтесь, мы вас ждем. Мелодии и композиции Саши крайне примитивны. Это уровень трудностей для детского сада, но, в отличие от Оли Бузовой, Саша пытается применить регистровое сопоставление, часть композиции делая внизу, другую октавой выше. Впрочем, смысла это не имеет. Регистровое сопоставление при отсутствии, опять же, сформированного певческого тона все равно не обретает нужных красок. Ухудшает ситуацию то, что Саша делает все как бы на релаксе. Сочетание мнимой расслабленности, гнусавости и неразборчивости произношения создает в итоге вялую зачитку. Даже зачитка наших не самых удачливых рэперов предпочтительнее, так как в ней есть натяжение, наполнение и активность. С первого дубля. Капают, 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 капают мани на карту. Это приятно, очень приятно. Дарят мне много подарков. Это приятно, очень приятно. Обсуждать отсутствующую у Саши опору звука даже уже не стоит. Еще в ее исполнении вы не найдете фразировку, работу со штрихами ввиду отсутствия, опять повторюсь, вокальной формы звука, поскольку нет даже легато. Еще нет ритмических сложностей, мелизматики, красивых мелодических ходов, разнообразия динамической палитры, выдержанных нот, вибрато, филировки. Собственно, никаких деталей, которые по-настоящему делают музыку музыкальной. Вот это вот, как это? И последний важный момент. Особый минус Саши Беляковой как певицы – проблемы с дикцией. Дефекты произношения – это не повод для шейминга, это причина для постановки диагноза профнепригодность. Тут и находится одна из границ вхождения в мир хорошего пения. Да, я знаю несколько академистов с легкой шепелявостью и картавостью, но это исключение. При поступлении на вокальный факультет учебного заведения от абитуриентов по-прежнему требуется четкое, внятное произношение без дефектов. Почему? Ну, во-первых, это просто красиво. Да, искусство – это в первую очередь про красоту. И эта красота возникает из сочетания качественных и красивых же компонентов. Не будем останавливаться подробно на этом всем понятном аспекте. Перейдем ко второму. Музыка подразделяется на инструментальную и вокальную. Одно из отличий между ними – наличие слова, которое несет в себе содержание, программу. При отсутствии слова слушатель воспринимает музыку эмоционально, но у каждого в этом своя информационная подложка. Кто-то слышит, например, в грустной музыке боль расставания с любимой. Для другого это грусть по умирающей природе осенью. Слово в вокальной музыке дает конкретику. Кажется, что оно лишает слушателя свободного парения фантазии и так ограничивает, но эта конкретика облегчает путь к сердцам аудитории. Уже не нужно додумывать, что хотели сказать авторы. Слушатель вспоминает совершенно определенные эпизоды своей жизни, и эти переживания под влиянием музыки, подкрепленной словом, могут стать даже еще ярче. Все, что вы открываете свой рот, это всегда ведет к чему-то, к каким-то последствиям. Любая ваша мысль, любой ваш смысл, какой вы транслируете. Любой дефект дикции у певца становится препятствием на этом пути, снижает эффективность поэтического слова. То же касается, впрочем, всех, чья деятельность связана со словом: актеров, дикторов, политиков или, например, красиво, комми-вояжеров. Вспомним анекдот про великого Ивана Семеновича Козловского. После концерта к нему подошел молодой человек и спросил:
Иван Семенович, вы пропели что-то неразборчивое. Что это было? Я ничего не понял. Молодой человек, меня не надо понимать, мной надо наслаждаться. Кстати, у Ивана Семеновича дикция прекрасная. Кажется, что таким великим некоторые дефекты произношения или неразборчивость речи могут быть простительны, но нет. Этот анекдот про другое. В вокале первичны красота голоса и пресловутая эталонная форма звука. Именно ими должен в первую очередь наслаждаться слушатель. Второй смысл анекдота – то, про что я сказала. Непрограммную музыку слушатель наполняет смыслом сам. Не всегда у него для этого хватает опыта, и тем важнее роль слова. У кого фифекты буфут? Что? Фифекты етчи. Я логопед. Исправляю фифекты фикции. Итак, если человек позиционирует себя как певец, он должен работать над разборчивостью и чистотой своей речи, устранять дефекты произношения. Саша же местами намеренно приправляет свои дефекты кашей во рту, снижая разборчивость речи вообще и помножает это на гнусавость. Саша, певице необходимо хорошее произношение. Кстати, работа над устранением его дефектов может дать приятную побочку. Благодаря верной установке органов артикуляции, вероятно, повысится КПД всего голосового аппарата, снизится нагрузка на голосовые связки, улучшится качество резонанса, повысится управляемость голосом, форма приблизится к требуемой певческой. Впрочем, качество текстов, скажу даже текстов, в композициях Саши таково, что лучше не нагружать ими процессор. Так что дефекты дикции тут даже в плюс. Самое время напеть вам еще одну из композиций. Выберу не делать ничего, выберу джет, не эконом, выберу Луи Виттон, выберу кнопку бабло. Часто меня спрашивают, исправятся ли дефекты дикции в ходе занятий вокалом. Расстрою. Нет. Да, вокальные педагоги занимаются артикуляцией и произношением своих учеников, и вокальные уроки, несомненно, делают речь разборчивее, а эти дефекты чуть нивелируются. Но для их полного устранения требуется иной специалист – логопед. Его профессия заключается именно в этом. Он владеет специальными приемами для нормализации укладов органов артикуляции и устранения дефектов произношения. Цели педагогов по вокалу иные, а для работы над дикцией в вокальном уроке выделяется очень мало времени. Потому не следует ожидать, что преподаватель по вокалу сделает то, что делать не должен и по большей части не умеет. Важно! К сожалению, во взрослом возрасте дефекты дикции трудно устраняемы. Во многих случаях логопедам не удается их полностью убрать, потому перспективы у Саши в этом смысле неопределенны. И про бабки уже петь не хочется. Ебать, конечно, да? Итак, у Саши есть некоторые задатки, чтобы заниматься пением. Но чтобы получить хороший, достойный результат, надо вкладываться в их развитие под руководством настоящих специалистов. Свои уроки Саши не продаю. Мы живем в разных местах. Вокальные уроки онлайн – это халтура, а я халтурой не занимаюсь. Кстати, ролик про это вот тут. Меня зовут Александра Белякова, я долларовый миллионер, и я записываю свое YouTube-видео на полу в торговом центре в Дубае. Определенно в этом что-то есть. Я уже хочу Бентли, Луи Виттон и летать частным джетом. Не зря надела свою золотую жакету. Прям в настроение попала. А на сегодня все. Я научу вас любить вокал. А Зайка, между прочим, уже звезда канала, да. Тебя очень любят зрители. Угу. Ты чаще всех снимаешься, тебя очень любят зрители. Они тебе привет передают.